В отеле египетский ужин. А мы идем в монгольский ресторан. Итак, ребятки, я нахожусь в отеле Титаник Роял, и мы сегодня в монгольском ресторане. Да, это а-ля карт ресторан, поэтому за поездку вы в нем можете побыть только один единственный раз. Вот такой вот выбор. Здесь мы должны вот взять вот такие вот мисочки. Берем мисочку и начинаем накладывать. Здесь есть у нас кальмары. Здесь есть вот это вот, тут описание на самом верху. Говядина. Это у нас микс из морепродуктов. Рыба. Дальше капуста, морковка. В самом конце курица. Сейчас я обойду. Дальше баклажаны, лук, перец. Здесь у нас даже спагетти. Очень интересно, макароны. Это опять капуста. Это у нас цукини и соусы. Соусами, которыми мы будем поливать. Это у нас есть и соевый соус, зеленое карри, чили соус. Да, чили масло остренькое. У меня есть на канале. Можно посмотреть. Я думаю, будет очень что-то похоже с виду. Соус горчичный, красное карри. Устричный соус. Вот, чесночный соус есть. Терияки. И острый, обязательно, конечно, чили острый перец. Без этого мы никуда не денемся. Так, и сухие приправы. Из сухих приправ, я вот, смотрите, это огромное количество. Я даже, наверное, перечислять не буду. Здесь и карри, здесь и чили, перец, соль, черный перец. Общая есть приправа для говядины. Можно, конечно, сахарка немножко добавить, как без этого. Вы знаете, здесь, конечно, интересна тема чем? Тем, что вы находитесь в теме шеф-повара для себя, когда вы берете и будете именно готовить что-то и собирать какой-то вкусный продукт для себя сами. Это довольно неплохо, довольно-таки интересно, я думаю. Потому что супер, окей. Вот. Конечно, у вас есть помощник, который вам всегда покажет и поможет, что и как сложить, какие соусы подходят. Может быть, даже, я думаю, за вас могут собрать, если у вас более какая-то сложность со вкусовым набором. Пока мне, конечно, это нравится, то, что именно выбор большой, и эти все составные вы можете собрать именно сами. Поэтому по мне это очень интересно. Будем дальше продолжать. Как это все будет готовиться, интересно, а? Так происходит у нас приготовление. Обжарка. Да, обжарка интересна на плите. Самый интересный в этом, конечно, вкус. То, что это происходит именно на живом огне, на ярком огне. Чем-то он поливает и сразу же выкладывает на это место ту еду, которую вы
И, конечно, огонь. Да, много огня. Это, конечно, шикарно, это круто. Это самый главный эффект, это главный вот этот вот бомбический момент. Посмотрите, само происходит все. Сейчас я даже ближе поднесу. Именно обжарка происходит, она, можно сказать, прямо в огне. This is for you, Dave, this is yes. for madam, this Yes, is for children, all is for this year. Yes, okay? Okay. Welcome. Интересно, они с каждого стола по очередности все запоминают, кто что именно наложил себе, какими приправами, какие вкусы добавил, какие соусы. Вот. И интересно, ошибутся они или нет? Я думаю, наверное, вряд ли. Уже за столько времени они уже, конечно, руки у них набиты. Такое чувство, что там у них как снизу какой огонь. Потому что очень так вот происходит это все это. Опять масло. Масло пошло. Масло и огонь опять. Ба, ба, ба. Насчет осторожности в этом ресторане. Если у вас есть аллергия на какие-то продукты, это мясо, рыба или какие-то овощи или еще что-то, заметьте, здесь вы не сможете себе заказать отдельное блюдо, потому что перемешивается это все одними и теми же лопатками, жарится это все на одном и том же месте, поэтому до этого могли жарить рыбу, а через 5 минут здесь жарится, например, говядина или курятина. Поэтому осторожно, смотрите, имейте это в виду. Здесь еще дают вот такой вот супчик. Название я его не знаю. Смотрю, что он загущен немножечко крахмалом, поэтому это такой принцип азиатской кухни. Да, это куриный с таким хорошей добавкой чеснока. Знаете что? Он вкусный, он насыщенный, но даже кусочки чеснока попадаются, и чеснок здесь доминирует очень сильно, больше половины. Ни кислинки здесь нету, немножко сладости есть. Я не скажу, что это плохо, ну такой по 10-бальной системе на крепкую пятерочку. Шукран. Bon аппетит. Thank you. А это чье? Твое. Смотрите, какая подача. Это все на тарелочке вот так вот кипит еще. Тарелки эти раскаленные. Выглядит, конечно, очень классно и очень интересно. Вот такие вот у нас 5 порций. Сейчас будем пробовать. До вот этой вот тарелки, да, она очень горячая, что даже мои руки то чувствуют, что она просто раскаленная сковородка. Поэтому лучше подождать некоторое время, и потом уже можно пробовать. Ну вот, подошло время попробовать. Да, как я и говорил, приносят они вот на этих вот железных сковородках, чугунных, раскаленная, она еще здесь вот все шипит. Что в вкусе, но только единственное, я хочу попробовать, дает ли вот эта вот обжарка, конечно, какой-то интересный вкус,
привкус или там запах дымка какого-то, потому что, конечно, эта тема приготовления сир-фрай, быстрой обжарки, это офигенно, потому что это будет сочно, а вкус вы, конечно, себе сами составите, как вы хотите. Поэтому вкус не меняется, а вот именно приготовление курица. Да, офигенно. Сочно, нежно, сочно, просто шикарно. Хочу попробовать кальмар, как вот кальмар готовится именно вот в этой вещи. На этой сковородке. Да, как я ожидал. Кальмар мягенький, суперский. Вот. Что хочу заметить, я думаю, если вы будете здесь с детьми и вы не любите острую кухню, если вы даже не будете добавлять, она может быть немножечко со стринкой, потому что все-таки все это готовится на одной платформе, и острота, может быть, в небольшом количестве, но присутствует. Имейте это в виду. Я думал, что это будет острое, потому что здесь все мешается вместе. И масло острое, не остренько, да, вкусное. Так что, видите, я, может, и ошибаюсь. Хотя в моих словах может быть доля правды, поэтому немножечко акцент на мои слова делайте. Но Тимоша проверил остроту. Вкусное? Вкусно. Обалдеть. Ну, немного. Есть что-то острое, но для ребенка это хорошо, нормально. Это нормально, супер. Еще хватит. Красотень. Если он даже кушает здесь курицу и все остальное, может, за него можно еще раз заплатить, а? И сходить. Итак, сейчас попробую собрать такую с минимальной остринкой, чесночный такой вот рыбный. Ну, короче, я буду собирать, а вы следите за мной. Начну все с кальмаров и рыбки. Немножко положу креветочек. Большинство креветок, видите? Можно, как сказать, поковыряться и что-то добыть. Здесь у нас есть лосось, но его уже кто-то уже весь выбрал, поэтому нам не достанется. Мы положим чисто вот так вот рыбки. Супер. Дальше. В рыбке очень хорошо идут баклажаны. Добавляем баклажанчиков. Я думаю, такое количество вполне хватит. И обязательно лук. Без лука обжарочка будет очень невкусная, поэтому вот такое количество лука добавим. Обязательно белую, красную капусту, можно белую добавлять, можно красную. Вот такое количество вполне шикарное. И вот такие вот макарончики. Вот так вот, все, супер. Сейчас что мы добавим в соус? Мы не добавляем ни зеленое карри, ни красное карри. Это все острое. Поэтому нам нужен сюда соевый соус. Сюда обязательно устричный соус. Еще немножко. Вот так. Чеснок. И для сладости можно добавить немножечко терияки. Вот так. Что мы сюда добавляем из этих приправ? Можно добавить сюда куриную приправу. Боюсь, чтобы она не была острая. Нет. Это универсалочка у них. Супер. Сахарку немножко. Вот такое количество сахара. Соль все равно нужна. Вот такое количество соли.
Все, супер. Вот это вот будет, я думаю, вот так вот. Можно заказывать по второму разу. Если вам первое блюдо не понравилось, что у вас получилось, то, что вы наваяли, поэтому можно повторить. У вас есть не одна попытка, а много. Вот, ребятки, мы покушали. Кое-что мы ухитрились даже испортить. Испортить это значит пересолить, потому что недосол можно всегда досолить, а пересол убрать невозможно. А я вам пожелаю, чтобы вы, когда приедете в этот вот отель и попробуете монгольский гриль, у вас все получилось, у вас были бы вкусные ужины, веселое настроение, отличный загар, супер все. Подписывайтесь на каналчик, я вам еще наснимаю всякой разной вкуснятины. До скорой встречи, пока!